Мои хорошие, всем привет, всем доброго времени суток. Очень давно вы жаловались на то, что у меня нет никаких тематических раскладов. Что ж, буду по мере своей возможности исправлять эту ситуацию. Ну и для вас сегодня приготовила самую актуальную для всех тематику. Кем бы вы ни были, мужчиной или женщиной, какой бы сферы или темы ни касался данный вопрос, у нас будет с вами расклад на исполнение желаемого. Будем смотреть на руническом оракуле Одиссей. Вы сами оговариваете сроки, вы сами думаете о своем вопросе или ситуации. Если вопросов у вас на повестке дня несколько, вы можете выбрать несколько вариантов и посмотреть, получите ли то, к чему вы стремитесь, то, чего вы хотите в загаданные сроки. Всего выложу 8 вариантов, поэтому подумайте, настройтесь и начнем с вами смотреть. Итак, получат ли желаемое те, кто у нас выбрал первый вариант, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Карта оракула перед вами, поэтому настройтесь на свою интуицию, на энергетику расклада, на тот вопрос, который для вас значим, который вас волнует, и мы будем с вами просматривать эту ситуацию. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант, получите ли вы то, к чему вы стремитесь, то, чего вы хотели в рамках загаданного вами времени? И, как говорит руна, однозначно да, потому что вам выпала руна Дагас, аркан, который указывает на радикальные изменения, на полную трансформацию. Это руна света, просвещения, духовного, личностного роста. Для вас это в целом благоприятное развитие событий, реализация, то, к чему вы стремитесь, и ваших идеалов. Но самое главное, это четкое понимание того, чего вам хочется. Это награда за приложенные усилия. Вы принимаете на себя ответственность за себя, за свою жизнь, и самое главное, получаете то, чего хотели, и получаете совершенно заслуженно, потому что энергия, которая идет свыше, идет от Вселенной, способствует достижению цели. Потому что данная руна, она всегда благоприятствует началу новых дел, продвижению старых. Она повышает ваш престиж, она позволяет завершить в целом для вас некий период неудач, печали. Она возвращает здоровье, если вопрос у вас касался здоровья, восстановления или стабилизации вашего состояния или ваших близких. Руна, которая объединяет семью, смягчает конфликты, потому что она повышает вашу ответственность и делает возможным целостное восприятие мира, потому что она всегда способствует вдохновению, проявлению способностей к эзотерической деятельности. То есть вас ведут свыше высшие силы, молитвы, практики, которыми вы занимаетесь, особенно если вы занимаетесь медитациями. Кстати, такой момент, чтобы ваше желаемое быстрее осуществилось, медитируйте. Данную руну можете себе сфотографировать, запечатлить, если у вас ее нет. Если она у вас есть, то используйте ее, нанесите на те предметы, которые чаще всего с собой носите. Нужно, конечно же, сделать оговор, исходя из ситуации, чтобы руна у вас заработала. Если оговор вы делать не умеете, то хотя бы нанесите для того, чтобы у вас быстрее пришли энергии в эту жизнь. Она всегда будет в сознании реальности, она устанавливает контакт с вашей духовной сущностью, она помогает вам целостно воспринимать окружающий мир, понимать связь между микро- и макрокосмосом. Ну и как следствие она способствует легкому прохождению процессов перемен и трансформации. Поэтому Вселенная вам благоволит, и вы в обязательном порядке получите то, чего хотели и к чему стремились. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант, и вам достается руна Петру.
Но здесь ответ очевиден, потому что это руна кармы, руна судьбы, руна достижений. Она называется руной осуществления мечтаний, потому что она укрепляет вашу жизненную силу, она стимулирует работу иммунной системы, прибавляет ваши силы, увеличивает вашу энергию. И она дает вам понимание закона причины и следствия. То есть вам открывается то, что было скрыто ранее. Идет осуществление вашей мечты. Что вы обретаете? Вы обретаете уверенность, постоянство, стабильность. И руна вас призывает не бояться перемен, не бояться изменений, оккультизма, потому что все-таки это руна оккультных практиков. И она указывает на эзотерику, на магию, на парапсихологию. Это счастье, это находка потерянного и осуществление мечты. Для многих это выяснение какой-либо болезненной ситуации, которая является застарелой. Конечно же, руна, которая иногда может говорить о том, что вы получите желаемое через какие-либо практики. Поскольку у нас это руна эзотериков, это могут быть рунические ставы, это могут быть коррекция судьбы на Таро, это могут быть молитвы и обращения к богам, это изменение образа жизни, это рост вашей духовности, потому что это руна, которая помогает после призыва к Вселенной, но помогает через друзей, через ваше окружение. Иными словами, это знаете, как когда вы помогали кому-то, вам это воздается старицей. Будьте довольны, будьте здесь спокойны, потому что здесь эта руна поможет вам в осуществлении всего, чего вы хотите. Чтобы помочь вам дополнительно, вы можете ежедневно медитировать на эту руну, смотреть на эту руну, носить эту руну при себе. Понятно, что если вы не делаете став, вы не применяете никаких оговоров, но просто даже акцентированное внимание и визуализация этой руны поможет вам развить ваши намерения, сосредоточиться на сути вещей и дойти к осуществлению вашей мечты. Более того, это просто чувствовать удовольствие от выполненных будничных дней. Это радость в мелочах. Поэтому у вас здесь прекрасная руна, и вы достигнете того, к чему стремились. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, у вас здесь ложится руна Атава. Даже книга открыта перед вами. Вы получите то, к чему стремились. Не просто, через усилия, но оно того, безусловно, стоит. Очень интересная энергия у этой руны. Почему? Потому что она говорит, вы достигнете то, к чему вы стремитесь, но сохраняя закон и порядок. Потому что основные свойства данной руны – это врожденные таланты, раскрытие вашего потенциала, достижение целей, отсутствие угроз, безопасность, зона комфорта, карта семьи, карта продолжения рода, получение знаний, которые вам идут по роду. Видите, открытая книга, как раскрыть свой потенциал. Если это вы задали какой-то вопрос по состоянию здоровья, то, безусловно, это помощь свыше при лечении особенно каких-то генетических заболеваний, потому что эта руна приводит в равновесие все жидкости в организме, в том числе и кровь. Поэтому, если у вас есть нарушения с вопросами кровотока, лимфотока, особенно те, кто склонен к вопросам диабета, вот здесь для вас это, знаете, изменение ситуации, то есть появление стабильности, улучшение качества жизни за счет изменения баланса, изменения энергии. Руна вам всегда говорит о том, что не бойтесь прошлого, потому что помните, именно то, чему вы учились когда-то, станет вам полезным залогом будущего изобилия. То есть здесь изменение жизни, которое вам нужно будет подкорректировать, внести новые правила в свою жизнь, новые традиции, чтобы добиться того, к чему вы стремитесь. Ну а в целом это руна, безусловно, материального достатка, увеличения благосостояния, руна переезда в новое жилище, покупки дома, земли, ремонта, модернизации. Она указывает на получение наследствах, либо вы можете писать завещание, или завещание будет написано в вашу пользу. Это забота о старших, это почитание традиций. Почему я перечисляю так много? Потому что я не знаю, что именно вы задали, какой вопрос, и я пытаюсь в глобальном плане рассмотреть все нюансы. Но здесь вы однозначно получите то, к чему стремились, либо расширение ваших возможностей, увеличение ваших возможностей.
есть раскрытие потенциала. Ну, давайте еще посмотрим, если, например, вернут вам долг, однозначно вернут, или получите вы достаток, да, или будет появление партнера для создания семьи, 100%, или будет примирение, будет, потому что целостность, семья, или, как девочки часто спрашивали, будет ли улучшение состояния здоровья, у кого там были пластические операции и неудачные, то да, это изменения, которые идут в плюс. Потому что данная руна, она в первую очередь, знаете, как облегчает вам какие-то застарелые заболевания, то есть меняет энергию, меняет ход событий, укрепляет вашу житейскую практичность и реализм. Более того, помогает найти выход из любых затруднительных ситуаций. Гарантирует вам достаток, особенно если вы занимаетесь сельским хозяйством или ваш бизнес связан с недвижимостью. В принципе, облегчает доступ к информации, которую вы получили от предков. Если это касался вопроса пожилых людей, или вы там спрашивали, будет ли жив человек какой-то, однозначно да, потому что здесь защита и поддержка рода. Ну и, естественно, на руну вам стоит медитировать, носить ее при себе, если вы хотите ускорить эти процессы, либо достичь желаемого в кратчайшие сроки. Для тех, кто у нас выбрал 4-й вариант, у вас здесь ложится руна Хагалас, руна кризиса, руна, знаете, волнений в массах. Причем удивительно, тасовала все первые 4 варианта, видите, выпали руны в прямом положении. Ну, давайте раскрывать ваш вопрос, вашу ситуацию, смотреть, о чем же вам говорит данный рунический оракул. Энергия данной руны неоднозначна. Сейчас я вам объясню почему. Потому что не зря она называется руной кризиса, потому что это руна каких-то трагических изменений, то есть избавления, восстановления утраченного равновесия и соединения противоположностей. Самое главное, о чем она вам говорит, что не бойтесь ситуаций, которые вам кажутся в чем-то негативными либо отрицательными. Потому что даже когда я вам делаю прогнозы, вы часто концентрируетесь на негативе, вы не слышите то, что я вам пытаюсь донести. Так вот, здесь руна говорит о том, что доверяйте вашему внутреннему «я». Оно вам поможет сориентироваться в любой сложной ситуации и сделать ее благополучной для вас. Потому что это внешние обстоятельства, которые влияют на вас с большой силой. Это связь с силами природы, это интенсивное развитие, это преобразование. У кого-то, кстати, это акцент на раскрытие парапсихологических способностей, развитой интуиции. Допустим, если у вас стоял вопрос или запрос, будете ли вы успешны как эзотерик, то здесь однозначно да. Это высокоразвитое самосознание, которое, знаете, как заставляет вас копать вглубже. Да, в чем-то это будет затруднение, либо знаете, как невозможно на данный момент осуществление планов. Почему? Потому что у вас нет всей информации, нет всей базы знаний. Вообще это аркан, руна устаревшей структуры, эмоциональной неприступности, разрушения, уничтожения, зависимости от других людей, стихийных бедствий. Здесь это, знаете, для того, чтобы получить то, что вы хотите, нужно разрушить то, что вы имеете. Если все-таки точечно, да, вот получите ли вы то, что вы хотите, но это только в том случае, чтобы что-то новое получить, старое разрушить, по-другому никак. Ну, например, если вы хотите новые отношения, то нужно выйти из текущих, которые вас разрушают. Либо если вы на текущий момент свободны, то это нужно меняться внутренне, нужно меняться внешне для того, чтобы добиться того результата, к которому вы стремитесь. Единственный плюс, руна помогает вам сохранить спокойствие в сложной ситуации, потому что она облегчает преобразование негативных вопросов, она избавляет от враждебных каких-то влияний, обеспечивает личную безопасность, она имеет силу исцелять и восстанавливать равновесие в физическом теле, укрепляет и вашу интуицию, помогает духовному развитию. Не зря это руна ведьм, руна магов. Здесь, могу сказать так, в позитиве это избавиться от каких-то негативных событий. Но по принципу, вы находились под чьим-то влиянием, то есть это прорабатывать, или там вы были в зоне оккупации, это выходить из этого. Но по принципу, получите ли вы, допустим, крупную сумму денег, или устроитесь ли вы там на работу новую, или поступите ли в университет, пока
ответ здесь нет, потому что вы не владеете всеми этими знаниями. Допустим, вы не подобрали грамотно для себя университет, либо не до конца поняли, для чего вам там специальность, на которую вы собираетесь поступить. Сложно трактовать ее абсолютно по всем сферам жизни, потому что я не знаю, что именно вы загадали. То есть если эзотерика – это ответ «да», если это какие-то другие моменты, это ответ «нет». Потому что здесь это в первую очередь разрушение старых устоев, к которым вам нужно прийти, чтобы добиться необходимого результата. Ну, например, если вы собираетесь купить новое авто, то это, знаете, как продать старое, чтобы доложить и приобрести новое. Вот в таком контексте, чтобы вам было понятно, о чем здесь идет речь. Хорошо, переходим с вами к пятому варианту. И у нас здесь сложится руна Лагус, руна интуиции, руна эволюции. Руна, которая дает вам возможность, новый старт. Это, знаете, как полностью понять и осознать мир по-новому. Потому что это руна внутреннего голоса, очень сильной интуиции. Это как акцент, прислушайся к тому, что говорят тебе в твое внутреннее я, твои чувства, твои ощущения. Это плодотворные контакты с людьми, это очищение, оздоровление, посвящение, это успешные путешествия. Это, кстати, может быть реализация вашего плана, цели, задачи, вопроса через женщину-покровителя. Это благополучные роды, это удачные партнерские союзы. То есть это хорошие контакты с чувствами, это настойчивое продвижение выбранным вами путем и благополучное достижение цели. То есть сама Вселенная благоволит вам. Единственное, о чем говорит данная руна, она указывает на ситуацию, чтобы вы разобрались в собственных чувствах и эмоциях. Почему? Потому что здесь она способствует тому, что раскрывается ваш внутренний потенциал. Вы умеете контролировать свое «я», свой эмоциональный план. И это, соответственно, и облегчает развитие и проявление паранормальных способностей, и поддерживает любовные связи, и содействует примирению поссорившихся людей там, или любовников. Ну и, конечно же, руна, которая защищает от несчастных случаев, укрепляет женское начало, женщинам придает особую привлекательность, дает женскую сексуальность, красоту. Поэтому если то, что вы загадывали, соответствует тому, что сейчас я вам озвучиваю, то желательно эту руну носить при себе для усиления и ускорения тех процессов, которых вы себе задумали. Поэтому желательно на нее чаще смотреть, медитировать, потому что как раз она и позволит вам определить свои истинные чувства, довериться естественному течению событий и, более того, лучше приспосабливаться к обстоятельствам, адаптироваться к любой ситуации. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант, руна Вуньо, руна радости, гармонии, руна воодушевления, руна, которая указывает на то, что сама Вселенная открывает вам свои объятия и даст вам достижение результата. Потому что это руна счастья, это руна триумфа, это реализация задач, это высвобождение вашей энергии. Ну и более того, это, знаете, стремление к совершенству и улучшение и качества жизни, и, может быть, ваших личностных характеристик. Это, в принципе, слава, это известность, это медийность и желание выйти за рамки действительности. Руна, которая дает вам удовлетворение, брак, любовь, успех в любви, товарищеские отношения, верных друзей. Это профессиональный триумф в целом, вопросы признания, поддержки команды, выигрыша, успеха. Ну, то есть вы здесь преодолеваете любые противоречия, вы получаете эмоциональный комфорт и, как следствие, еще находите оптимальное время, ресурсы, ситуации для того, чтобы добиться того, чего вы хотите, к чему вы стремились. Она ускоряет достижение позитивных результатов, она притягивает счастье и, в принципе, осуществляет желания. Это, знаете, как руна, как антидепрессант. Для того, чтобы достичь то, к чему вы стремитесь, быстрее, эффективнее, смотрите, медитируйте, носите данную руну при себе, потому что она поможет вам достичь счастья, успеха, повысить самооценку, найти настоящую дружбу, либо истинные любовные партнерские отношения,
Ну и в принципе довести все ваши задуманные дела до конечного результата, до успеха. Для тех, кто выбрал у нас 7-й вариант, вот здесь ответ однозначно нет. Как вы видите, у нас здесь идет перевернутая руна Алгиз. То есть здесь задержка, здесь проблемы, здесь ситуация, которая не то, что вам не благоволит. Возможно, вам это не нужно, либо вы к этому не созрели, либо не созрела сама по себе ситуация, либо высшие силы вас отводят от того, к чего вы так хотите страстно получить. Ну, допустим, вы хотите, там, задумали себе, образно говорю, купить квартиру или дом там в конкретном ЖК или в конкретном городе, стране, а вам говорят, не надо оно тебе, там планы твои поменяются, все резко может пойти под откос, или вы яростно стремитесь заполучить какие-то отношения какого-то человека, и вам как указание свыше, не твое, отпусти, не вкладывайся, или вы хотите делать какие-то коррекции по здоровью, может проходить тот либо иной протокол лечения, или применять то либо иное лекарство, или думаете для себя, загадали, допустим, обратиться к тому или иному врачу. Так вот здесь ответ нет, то есть нужно будет искать иные варианты. Потому что данная руна, она указывает на отсутствие защиты. Иногда причиной того, что вы не получаете желаемое, это может быть наличие деструктивной программы. Это, в принципе, излишняя ранимость, это ослабленность, это болезнь, это вопросы неудачи. Либо, знаете, когда вы с кем-то поделились, преждевременно раскрыли свои планы, и ваши планы кто-то взял себе на заметку, их осуществил. Карта потерь, материальных ущербов. Поэтому, если вы загадывали, стоит ли вам инвестировать, вкладываться в какой-то проект, то здесь однозначно ответ нет. Карта огорчения, психоэмоционального срыва, депрессии и судорожного цепляния за старые дела. В качестве рекомендации все-таки это проверить себя, нет ли у вас деструктивных программ, которые тормозят получение желаемого. Ну а если здесь с этим все в порядке, то Вселенная вас отводит. Вам действительно это не нужно либо в целом, либо на текущий момент, ну, по ряду причин, которые известны только свыше. Так, и для тех, кто у нас загадал 8-й вариант. Ох, какая выпала вам хорошая руна. Боже, какая она красивая, я даже не могу налюбоваться. Ну что ж, я думаю, вы уже прекрасно понимаете, что ответ да. Увы, получите желаемое. Потому что вам досталась необратимая руна. Почему необратимая? Обратите внимание, вы хоть так ее будете вертеть, хоть так, результат будет один и тот же. Руна Ингвас, либо, ну, звучание у нее, безусловно, разное, кто-то называет ее Ингус, то есть интерпретация множества, но тем не менее, она указывает на ситуацию, знаете, как развитию текущего положения вещей, ускорению процессов обмена веществ, если у вас есть таковые проблемы по здоровью. Это доступ к другой реальности, это отдых, это непрерывность жизненных процессов. Это способность выстоять до конца, то есть восстановление, обновление. Потому что вы мудро управляете текущей ситуацией, личной силой. И это, знаете, как еще для многих обрести свое призвание, если у вас был такой вопрос. Ну, потому что некоторые задают из серии: правильно я выполняю свою кармическую задачу, следую ли я своему предназначению. Вот здесь, как показывает эта руна, это однозначно ответ «да». Это проявление чего-то нового в вашей жизни. Более того, это период спокойствия, урожай, плодовитость, зачатие ребенка, вопросы предприимчивости, осознание собственной ценности. Потому что это терпеливость и успешное завершение прежних и текущих дел. Это, знаете, как некая власть старого над новым, невозможность расстаться с прошлым, страх перед переменами, да, они могут быть. Но здесь все это идет для вас в позитивном аспекте. Более того, в качестве защиты данная руна, она развивает способность убеждения и способность к разумной аргументации и закрытость от влияния от других людей. То есть она в первую очередь, да, знаете, как руна восстановления, руна защиты. Многим она, кстати, внимание, для мужчин, это усиление мужской потенции, для девушек, женщин, руна, которая ускоряет процесс обмена веществ и может помочь сбросить лишний вес. Я не говорю нехорошее слово похудеть, я говорю постройнеть. То есть, девчонки,
Для тех, кого это актуально, я не даю вам рунический став, потому что у каждого ситуация разная, у кого-то есть деструктивные программы, у кого-то нет. Но просто вопросы визуализации, медитации, можете носить с собой эту руну, она позволит привнести эти энергии в вашу жизнь и добиться результата. Более того, руна, которая поможет вам улучшить память, укрепить веру в себя, расширить сознательное восприятие, установить контакт с высшими силами. Поэтому однозначно вы здесь получите желаемое в оговоренные вами сроки. Вот таким вышел расклад на ваш вопрос. Я надеюсь, что вы искренне будете довольны по ситуации. По прошествии времени напишите мне, как для вас отыгралась данная информация, особенно то, что вы загадывали. Поэтому я с вами не прощаюсь. До новых тематических видео. А здесь в комментариях укажите темы, которые вы хотели бы видеть в качестве разбора. Я вас благодарю за просмотр и до новых встреч!